Друзья, привет! Меня зовут Катя Шараевская, вы смотрите мой канал о сервисе и о путешествиях. И сегодня мы отправляемся в одно из самых экстремальных путешествий в моей жизни, так точно, мы отправляемся в Чернобыль. Для этой поездки мы выбрали компанию Go to Чернобыль. Сейчас мы в районе вокзала садимся в эти микроавтобусы и отправляемся в поездку. Практически вся наша группа — это иностранцы, всего 2 украинцев, кроме нас. Остальные люди — это Норвегия, Швеция, Испания и другие страны. Отправляется 2 микроавтобуса. Мы взяли себе дозиметр. Мы уже здесь замерили показатель радиации и показывает на дозиметре у нас сейчас 17. Это в рамках нормы. По мере того, как мы будем передвигаться по территории Чернобыля, как мы будем заезжать в Припять, я буду замерять дозы радиации, чтобы по каждому месту, где мы будем останавливаться, вы имели информацию, насколько это опасно или безопасно для вашего здоровья. Кстати, почему мы вот так вот одеты? Сразу вам скажу. У нас тут жара сейчас. Днем обычно 36, но вы видите, что мы в кроссовках, в длинных штанах, с длинными рукавами, потому что в поездку важно, чтобы не было никаких открытых участков кожи. Обувь должна быть обязательно закрытая, обязательно брюки, чтобы были закрыты щиколотки, обязательно, чтобы у вас были рукавчики, кепочку вот я взяла, одену сейчас, поэтому по максимуму надо себя защитить. Я еще для себя, от себя сделала такое, я поубирала все украшения, часы. Говорят, что одежду после поездки в Чернобыль достаточно просто постирать. Кто-то говорит в машинке, кто-то говорит возьмите отдельный тазик, постирайте, и все будет хорошо. Мы такие перестраховщики, мы взяли ту одежду, которую мы можем потом выбросить. Я вчера на секонде купила рубашечку, стоит она 50 гривен, я могу ее выбросить. Обувь мы взяли хорошую, чтобы там не было ни дырок, ничего, но уже старую, которую тоже, в принципе, не жалко выбросить. Рюкзак я взяла у ребенка. Потому что когда искали старые рюкзаки, самый старый оказался он, тот, который не жалко выбросить. Поэтому ребенок останется без рюкзака. Скорее всего, мы его тоже выбросим после поездки. Ехать до КПП Детятки около 2 часов. Во время остановки видим еще несколько автобусов, которые едут туда же. А на самом КПП даже очередь таких автобусов. У каждого свой электронный билет, проверка паспортов, и мы по другой стороне КПП. Кстати, уровень радиации в Детятках на уровне Киевской. Вот такую штуку дали каждому из нас. Это персональный накопительный дозиметр. За все время, пока мы будем находиться в зоне отчуждения, он будет фиксировать, сколько радиации мы получили. Первое место, которое мы посещаем – въезд в Припять. Тут фоткались все молодожены, тогда, до аварии. Сейчас тут новый асфальт. Когда стоишь на нем, уровень радиации повышен, но не очень. Шаг вправо или влево от дороги, и показатель вырастает в разы. Рядом деревни, о которых во время эвакуации Припяти забыли, и тут люди жили обычной жизнью аж до 3 мая 86-го. И рыжий лес. Его давно вырубили и захоронили. На его месте уже новый лес. Но самый высокий уровень радиации за всю поездку, почти в 20 раз выше нормы, мы зафиксировали на коротком участке дороги, в стороне от которой именно он, рыжий лес. А это больница, которая первой приняла пострадавших пожарников. 2 из них умерли в ту же ночь. В подвале до сих пор хранятся их зараженные вещи, а возле больницы фон лишь немного выше нормы. Рядом кафе «Припять», где всегда собирались толпы народа. Тут можно увидеть советские автоматы с газировкой из моего детства. И тут же расположен причал, откуда уходили ракеты на Киев. Последняя из них отправилась 26 апреля 86-го, около часа дня. Мы выехали в 7:50 из Киева, вернулись в 19:30, но в зоне повышенного радиационного фона были только с 11 до 14, около 3 часов. И это именно Припять и сама атомная электростанция. Во всех других местах показатели были в пределах нормы. Тут же в среднем в 2, иногда в 3 раза выше нормы. Конечно, если ехать сталкером и не знать наиболее безопасных маршрутов, можно натолкнуться на очаги
очень высокой радиации. Кстати, по дороге еще далеко до зоны отчуждения наш дозиметр зазвенел впервые. Норма радиации там была превышена более чем в 2 раза. Это обычные дома в Припяти. Они у самой дороги, но за огромными деревьями их с дороги теперь не видно. Все квартиры разворованы, унесли даже комфорки с плит, а то, что осталось, захоронено. Подумать только, в один момент 50 тысяч человек этого города вынуждены были попрощаться со своими родными домами навсегда. Сейчас от них остались только руины. Можно разве что приехать на экскурсию, но не всем. Абсолютное противопоказание детям до 18 лет, но есть и медицинские противопоказания. Это беременность, опухоли и раковые заболевания. Не рекомендуют такие экскурсии и людям с сахарным диабетом, а также при ослабленном иммунитете. А еще говорят, что на камеру радиацию видно. Кто знает, может, на этом фрагменте мы засняли именно ее? А это одно из самых страшных мест – школа. Тут, в Припяти, в день аварии были тысячи детей. Они покинули родные парты навсегда. Самые ранние воспоминания моего детства тоже были связаны с Чернобылем. Мне было 3. Мы уезжали к маминой тете подальше из Киева. В глазах родителей была паника, а все разговоры об аварии, опасности и металлическом привкусе во рту. Но через несколько недель мы вернулись домой. Припятчане же в свои дома не смогут вернуться уже никогда. В мои школьные годы каждому киевскому ребенку, кто уже жил во время аварии, дали удостоверение детей Чернобыля. Нам полагалось бесплатное оздоровление, но никто им не смог воспользоваться. Права были, а бюджеты государства на оздоровление выделить не могло. Был еще бесплатный проезд до 18 лет в городском транспорте, но кондукторы всегда цеплялись к нашим удостоверениям, мол, они у всех детей Киева, не будем же мы вас всех бесплатно возить. Власти Советского Союза пытались сделать Припять показательным городом. Дом культуры в Припяти больше киевских Дворца спорта и Дворца Украина. Зарплаты тут были в 2 раза выше киевских. Были планы по расстройке города. На момент аварии население Припяти было около 50 тысяч человек. Планировали 85 тысяч и новые микрорайоны. И таких городов планировали построить много. В Советском Союзе были реакторы, которые не могут взорваться. Ядро реактора не может взорваться никогда, говорили они. Но творение рук человека и уверенность в своем всемогуществе привело именно к таким результатам. Увиденное нельзя передать никакими словами и никакими кадрами. Его можно только пережить и переосмыслить. Это тяжелая поездка с глубоким смыслом. Я понимаю, почему 85% людей, которые приезжают сюда, иностранцы. Для нас, украинцев, это не просто история. За каждым кадром лицо родного или близкого человека, который пострадал от аварии больше, чем мы сами. Гиды рассказывают не только о случившемся, но и реальные истории своих друзей и знакомых, которые были здесь, в Припяти, в то время, когда произошла авария, и о том, как сложились их жизни после. Это не просто история, это живая история. Это центральная площадь. Она заросла меньше лишь потому, что здесь все было заасфальтировано. А вот так эта же площадь выглядела до аварии. А это всем известный парк аттракционов. Очень красивый когда-то парк, и может показаться, чем сегодня, спустя столько лет после аварии, может быть страшна эта кабинка или эта машинка. Простой эксперимент. Возле кабинки радиации нет совсем, в 10 раз меньше нормы. Подносишь дозиметр вплотную, и норма уже превышена более чем в 500 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И несмотря на это, тут цветут когда-то посаженные розы, мутируют, но продолжают бороться за жизнь деревья. Припять сегодня похожа на своеобразные джунгли.
Всего в 150 метрах от самой атомной станции уровень радиации лишь в 2,5-4 раза выше нормы. Тут ранее срезали 70 сантиметров почвы, а рядом, возле радиоактивной воды, и вовсе норма. Огромная и очень голодная рыба тут всегда рада туристам, ее никто не вылавливает, но все подкармливают. Это столовая прямо возле реактора. Уровень радиации здесь, как в Киеве. При входе обязательный радиационный контроль. Обычный столовковский обед тут обойдется в 170 гривен. Борщ, на выбор вермишель или гречка, куриная отбивная, салат из капусты и сок. Тут питаются сотрудники, а живут рядом, в Чернобыле. Работают сменами 15 на 15 или 4 на 3, около 3000 человек. Техника точь-в-точь, как в сериале HBO «Чернобыль». Это не макеты. Именно с помощью этой техники расчищали крышу реактора. Тут только то, что смогли отмыть, остальное покоится на могильниках радиационного мусора. Уровень радиации в Чернобыле, как в Киеве. А это дуга, когда-то секретный объект по приему сигнала от ракет. Когда ее построили, не хватило компьютерных мощностей для обработки сигнала, а позже авария. Дуга так и не была введена в эксплуатацию. Уровень радиации здесь в пределах нормы. Наш дозиметр и персональные накопители показали 4 десятитысячных миллизиверта. Это чуть выше дневной нормы. Мы успешно прошли все радиационные контроли и можем возвращаться домой. Ну что ж, это последняя наша остановка за сегодня. Сейчас мы уже пересекли контроль 10-километровой зоны, были в Чернобыле и уезжаем в Детятки, 30-километровая зона, где мы пройдем контроль и вернемся домой. Что я хочу сказать? Это особенное впечатление. Особенное, когда ты понимаешь, меняешь сознание и понимаешь, насколько иногда ничтожны люди, насколько иногда творения рук человека, они несовершенные, они могут только навредить такому огромному количеству людей. Это важно пережить. Я не призываю вас приезжать в Чернобыль, потому что если вы боитесь за свое здоровье, переживаете или, не дай бог, есть противопоказания, конечно, этого делать не надо. Но если вы вдруг решили поехать сюда, я могу порекомендовать вот этих ребят Go to Chernobyl, с которыми мы сегодня были в туре. Они реально делают это классно, у них это все получается. И для всех тех, кто смотрит это видео, они предлагают скидку в размере 7% на тур. Внизу в описании вы найдете ссылку, по которой вы сможете зарегистрироваться на такой тур и получить скидку. До новых встреч! Вот наши вещи. Прости, Женя.